Друзья, всем привет! Сегодня буду вас знакомить с новинками в моем саду. Я вам часто показываю криптомерии в моем саду. Это у меня прямо отдельная любовь. И многие подписчики заразились любовью к этим растениям. И сейчас часто приходят мне комментарии, можно ли сейчас сажать криптомерии. Я купила, многие купили криптомерии и переживают за посадку в зиму. Вот я сейчас покажу вам 3 новых криптомерии, которые я купила и посадила их вчера. Погода нас, правда, балует. У нас сейчас плюс 20. Вчера тоже было очень тепло. Периодически наступают такие заморозки, но они не сильные. Вот мои криптомерии будут уже зимовать в грунте сразу. То есть я не буду делать весеннюю посадку, не буду их в теплице передерживать. Будем выращивать их в зиму и смотреть. У меня есть информация, знакомый посадил в прошлом году криптомерии в Краснодаре в декабре. И все прекрасно. Не вымерзли, хотя зима у нас была прошлая, очень холодная, с понижением до 20 градусов. Друзья, в моей коллекции на сегодняшний день в саду уже растет 10 криптомерий. Да, действительно, сад небольшой, но криптомерии есть настолько карликовые, такие интересные, которые можно даже в микросаду выращивать. Я вам как-то уже говорила, что в садовом центре у нас был завоз в лето, и что мне очень понравилась криптомерия Динджер. И я ее мечтала приобрести. Ну вот, мечты сбываются, приобрела ее. Это очень интересный сорт криптомерии. Переводится как пальчики. Вот у нее рост хвои, вот как раз такие вот как пальчики, видите? Очень красивое растение. Прошлые веточки, видите, толще, а молодые вот такие переходы. Смотрится очень декоративно. Эта криптомерия будет не сильно большая, не высокорослая. Она будет около метра, может 1,20 м. Конечно, размер криптомерии будет еще зависеть от климатической зоны и погодных условий, насколько ей будет комфортно вырасти в полный размер. Конечно, климат не везде совпадает с ее родиной, поэтому где-то, может быть, в каких-то условиях она будет больше, лучше развиваться, где-то, может быть, будет стрессовать и меньше. В этой же части у меня такая получается аллея из криптомерий. Я вам постараюсь потом показать, передать это. Сюда посадила еще одну очень интересную, но это супер карликовая криптомерия. Это вообще вот просто малыш-малыш. Криптомерия японская Йокогама. Очень интересно растет. Приросты у этой криптомерии, по 3 миллиметра, наверное, по 3-4. Вот смотрите, какие микро-микро хвоиночки. Она вся такая очень плотная, очень набитая, неравномерной формы. И когда она вырастает, она тоже такой неправильный конус. Несколько, может быть, у нее макушек. Видите, веточки как формирует красиво. Очень оригинальная криптомерия. Вот для микросадика или микро такой зоны будет очень интересно смотреться, очень достойно. Вообще в криптомерии невозможно не влюбиться, понимаете, такое интересное хвойное растение, настолько причудливые формы, такое великолепное их разнообразие, и прекрасно растут в нашей климатической зоне, это вот Краснодарский край. У нас 7-я зона, но даже смотрю по информации, что даже 6-я зона, они нормально зимуют и растут. По посадке этих растений, это так же, как любое хвойное растение, и предпочитает рыхлую, богатую, кислую почву. Я, когда сажаю криптомерии в наши кубанские черноземные почвы, почвы богатые, очень плотные, вообще, кстати, заметила, что нормально, прекрасно криптомерии развиваются и растут в черноземе, но я все равно добавляю песок прямо в большой пропорции, замешиваю это все и добавляю обязательно или верховой торф кислый именно, или хвойный грунт, или вот грунт для азалий. Вот эти сажала, брала грунт для азалий, потому что он еще и с разрыхлителем, с таким мне нравится. И вот делаю прямо в посадочной яме вот такую богатую
почву, которая даст хороший старт корням. Дальше оно пойдет в чернозем и будет, в принципе, прекрасно себя чувствовать. По тем криптомериям, которые у меня уже второй год растут, я вижу по их приростам, они прям очень хорошо выглядят и хорошо прирастают. Вот, кстати, смотрите, перед вами крестата. Видите, близко посажены, но крестата оголяется снизу, и здесь будет как раз красиво смотреться Йокогама под ней. Вот смотрите, видите, она даже не побуревшая, она прекрасно себя чувствует. Кстати, читала очень интересную статью на английском сайте про криптомерии, про этот процесс, когда они на зиму буреют. Это на самом деле не очень хорошо, это растение в стрессе. То есть она защищается, и для нее это хуже. Вот видите, вот прям с гордостью говорю, смотрите, какая красавица, ярко-зеленая, 28 ноября сегодня. Были заморозки, уже 2 раза до -5 опускалась температура, но растение выглядит великолепно. То есть ей зона эта подходит и по освещенности, и по закрытию от ветра. Вот она здесь себя великолепно чувствует. И в прошлом году у меня криптомерии, кстати, цвет на зиму не меняли. Будем наблюдать дальше, как они себя будут чувствовать. Но пока вот я довольна. И видите, то есть, вот черноземная почва с добавлением кислого грунта, земля вот для них прям нормально. И вот плавно подхожу к еще одной красавице. Это криптомерия вот просто вообще не оставит, наверное, равнодушным никого. Не могла вообще просто отойти от нее в садовом центре. Посмотрите, какой красивый цвет. Это тоже небольшая криптомерия. Сорт называется Wilmarine Gold. Вот видите, голд, она золотистая. Какая красивая структура хвои. Вот смотрите, сейчас показываю вам веточку. Смотрите, как красиво растет. Вот центральный проводник, и так красиво разветвляется, и каждая как будто дублирует эту же веточку. За счет того, что она получается даже двухцветной, вот за счет этих золотых приростов, смотрите, какой контраст, как это растение настолько ажурно и воздушно смотрится. Wilmarine Gold будет среднего размера криптомерия, конечно же, намного меньше, чем крестата или секан. То есть я насколько поняла, что она будет во взрослом виде, наверное, около, может быть, 1,5-2 метров высотой. Но посмотрим, опять-таки, условия выращивания, климатическая зона, как она себя будет чувствовать в этой зоне. Вообще вот будет, наверное, я думаю, очень интересно смотреться. Вот такая зона у меня получилась. Во-первых, она теневая. Растут здесь папоротники у меня, гехеры, криптомерии. Когда это все будет подниматься, я так предполагаю, будет вот это перетекание из одной в другую криптомерию. Я, на мой вкус, думаю, это будет очень красиво смотреться. Вот сейчас попытаюсь вам передать вот саму задумку. Вот здесь, в этой зоне, будет криптомерия секан, вот она растет. Красивая тоже, желтые, яркие кончики, очень красивое само по себе дерево, довольно высокорослая. Следующий будет Wilmarine Gold, которая будет вот эту зону тоже красиво декорировать и будет очень созвучна с секан, так как они в желтых оттенках, будет очень интересно смотреться. Дальше растет крестата, которая интересная сама по себе, закручивается, вот эти крестатные формы, вот эти чешуйки, тоже очень-очень красиво смотрится. Подсадила туда очень интересные плющи, сейчас чуть позже покажу, расскажу про них. Здесь Йокогама будет такая малышка, очень плотная, очень красивая. Все это будет переходить вот здесь. Аукуба желтая будет тоже красиво сочетаться с желтыми оттенками криптомерии, Wilmarine Gold, секан. А здесь Динджер. Вообще просто, это просто вообще космическая криптомерия. Очень красиво смотрится, вот, да, такой как коралл какой-то интересный. Просто супер. Здесь глобоза нано, такой шарик будет круглый. Все это между медуницей, папоротнички. Просто вот волшебный такой хвойный криптомериевый лес. И здесь красавица закрывает этот ряд, замыкает его, серама. Вообще великолепная. Такие красивые у нее чудные завитушки. Она даже крутит их больше, чем крестата. Вот получается такая красивая теневая криптомериевая зона. Есть еще
одна очень интересная карликовая криптомерия, которая тоже, наверное, пополнит мою коллекцию. Это криптомерия Green Pearl. Такая зеленая жемчужинка. Вот само название говорит за себя, что вот она такая маленькая-маленькая, набитая, как такой маленький плотный зеленый шарик. Тоже прирост где-то по полсантиметрика. Тоже очень красивая криптомерия. Так что вот передаю вам свой восторг, свою радость. Криптомерии высажены были вчера, как я уже сказала. Температура нас пока балует, но все равно будут заморозки, все равно впереди зима. Поэтому вот, подписчики мои, будем наблюдать, как они будут зимой чувствовать себя вот с такой поздней осенней посадкой. Друзья, в прошлом ролике говорила, что жду уже третью посылку от Елены, в которой она мне присылает опять всякие интересные растения. Сейчас покажу вам, уже не распаковывала, потому что погода была хорошая, я очень быстро постаралась их посадить, чтобы они быстрее начали укореняться. В этой посылке Леночка прислала мне красивые папоротники. Это папоротник-листовик. Вот смотрите, какой красавчик. Этот папоротник, он и в лесу растет, лесной. Вот у него, видите, обратная сторона какая интересная. Это вечно зеленый папоротник, лист он на зиму не теряет, вот он так и зимует. Насколько я понимаю, что папоротник неприхотливый. Зона у меня здесь теневая. Вот получается, смотрите, какая прелесть, да, криптомерии, папоротники. Вот тоже Лена присылала такой с листиком, зимует, красивый микропапоротничек. Очень красиво смотрится. Вот сюда еще один листовик посадила. Красавчик. И вот здесь хочу показать вам, давайте посмотрим, как вообще вот -5 перенес вот этот ферн. Так, ну что, лист внутри живой. Вот видите, приморозило немножко, но сам по себе в целом живой. Вот он у меня вот так вот под листиками здесь будет зимовать. Но хочу вам что сказать. В садовом центре обратила внимание в лето, что вот эти папоротники ферн, которые продавались как уличные папоротники, причем я спрашивала и в Краснодар звонила, по-моему, на Снежную, мне сказали, это уличный. И у нас в Тимошевске в лето сказали уличный, но они все стоят внутри с комнатными растениями. То есть они их занесли. Так что если вы переживаете, скорее всего, это все-таки какой-то более южный папоротник. Но я оставлю уже для эксперимента. Весной посмотрим, как он выживет, не выживет. Ну, будем, конечно, надеяться, что выживет. Если все будет хорошо, весна покажет. Посмотрим. А сейчас буду вам показывать гехеры, которых Лена мне прислала очень много сортов. Но сорта не подписаны, она тоже многие сорта потеряла. И я не заморачивалась, не искала. Просто высадила их по цветам. Смотрите, какая красивая с этой стороны. Такая карамельная, с этой розовая. Кто знает сорта, пишите. Вот еще одна очень красивая, очень интересный сорт. Но гехеры летом будут, конечно, более интересно выглядеть. Окраска будет у них поярче. Ну и плюс они еще обрастут. Красивая вот с криптомерией. Здесь как раз они будут ее оттенять. Видите, здесь у меня получается 3. И вот в прошлом видео показывала вам еще фисташку. Гехеру Лена, которую присылала, сказала, вот это горит очень сильно. Поэтому я ее посадила в самое такое притененное место. И вот сейчас покажу еще. Смотрите. Лена, конечно, спасибо большое. Коллекция у нее шикарная. Вот какой лист. Красивая гехерочка. Они, кстати, очень быстро нарастают, набиваются. И я даже знаю, что без корней, если отламывается веточка, она черенкуется на ура. Вот следующая. Смотрите, прямо кучерявые листья, да, такие. И такие свекольные с этой стороны, и темные с этой, красивая. Вот здесь, кстати, еще одна. Они будут красиво оттенять мои криптомерии, подчеркивать. Вот это вообще мне очень понравилось. Вот такие вены, прямо такой рисунок красивый. Гехеры еще цветут. Вот это, представьте себе, будет тут какая большая такая лужайка красивая. Вот еще одна гехерочка. И вот здесь. Вот это Лена сказала, присылала мне фотографию. Очень красиво цветет, такими прямо гроздьями красивыми. Ну, весной посмотрим.
И вот эта теневая зона у меня продолжается. Вот сюда я посадила еще 2. Вот. Интересные. Они сейчас нарастут, кустики будут большие. Весной уже посмотрим. А вот этот сорт, смотрите, с этой стороны свекольный лист, а с этой вот такой карамельный, но с рисунком. Тоже красивая гехера. Видите, какая красавица. А еще Лена мне прислала очень красивые плющи. 2 сорта. Сейчас покажу вам. Так, чтобы ярче было видно. Вот какой красивый лист. С желтой такой варигатностью. Вот сюда посадила. Здесь хорошо он мне начнет декорировать. Здесь у меня еще рос вот с такой варигатностью плющик, более белый. Тоже уже хорошо пошел. Но этот вообще, конечно, невероятный. Сейчас пройдемся с вами по саду, и я покажу вам второй плющ, который Лена мне прислала. Очень красивый. Кстати, помните, в прошлом видео я как раз ждала заморозок, и у нас действительно опустилась температура до минус 5 градусов. Я сильно переживала за свои магнолии. Магнолии не отреагировали, все великолепно. Даже Little Gem с молодыми росточками прекрасно себя чувствуют и не подмерзли они. Я прям, слава богу, рада очень. А сейчас на градуснике плюс 20 показывает. Конечно, это просто погода балует очень сильно. Все плющи, которые мне Леночка прислала, я подсадила к своему камышовому забору, чтобы они его заплетали, декорировали. Я вообще очень люблю плющи. Мне нравится, когда заборы заросшие этими плющами. Очень нравится, когда плющ цветет. Это очень нарядно и красиво смотрится. Такие зонтики небольшие. Сейчас покажу вам второй цвет, вторую расцветку листа. Очень интересная. У этого плюща прямо светлые листья, как мраморная такая варигатность. И очень красиво смотрится именно переход от темно-зеленого цвета к такому светлому белому. Очень красиво. Плющики пока молодые, это отростки. И когда они, конечно, разрастутся, уже проявится ярче окраска, когда куст укоренится. Вот будем наблюдать, смотреть, как это все будет быстро, медленно расти. Очень самой любопытно. Лена прислала мне очень много корешков, вот 2 сорта плюща, но растений было самих много. Посадила целую зону вот вдоль забора. Должно все очень красиво вырасти и задекорировать. Если кому-то интересно или нравятся эти растения, которые Лена мне прислала, можете написать мне в Инстаграм, и я поделюсь с вами Лениными координатами. Можете заказать у нее себе такие интересные растения. Смотрите, как поменял цвет после заморозка молочай Rainbow. Очень красивый, такая у него вообще структура роста великолепная. И он все ярче и ярче становится. И, кстати, посадила я его осенью, и он вот эти веточки уже выгнал. Вот они стали нарастать, то есть кустик формируется уже прямо очень хороший. Очень красивый молочай. Кто еще не сажал, боится сажать в зиму анютины глазки виолу, вот смотрите, 2 раза до минус 5 опускалась температура, цветок восстанавливается просто великолепно. Вот он был весь замерзший, сморщенный. Сейчас тепло, эти же самые цветы, не новые, все прекрасно восстанавливается. Так что сажайте в зиму, наслаждайтесь анютиными глазками. Очень красивый зимний цветок. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайк. Вам не жалко, мне приятно. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы продолжаем. Был у меня вопрос, был комментарий. Катя, расскажите, где заказывали Фатинию Луиза. Очень понравился сорт. Я заказывала ее на Оптхозе, с Оптхоза. Еще попала вот в осенний заказ. Сейчас они уже, по-моему, на новую весну, на новый сезон формируют заказы. Очень красивый саженец, размер был P9, видите, размер великолепный пришел. Фатиния кислотница и очень любит кислую почву, следовательно. Также любит все удобрения для азалий, для рододендронов, вересковые, в общем. Я ее пересадила, когда получила вот этот горшочек маленький P9, это 9 сантиметров, вообще малюсенький горшочек. Пересадила ее в горшочек побольше для зимовки. Зимовать она будет у меня в тепличке, в моей парничке. Не буду рисковать, мало ли какая зима. Буду сажать фатинии, буду делать вот весеннюю посадку.
чтобы не вымерзли все равно и успели укорениться. Так вот, из-за того, что пересадила ее в кислый грунт, она очень быстро, вот за неделю, переокрасила свой лист и стала намного ярче. У нее варигатность. Даже несмотря на то, что она стоит в парнике, и там она не на ярком, не на палящем солнце. Это вот сейчас вынесла свои растения, вот они у меня второй день тут гуляют на свежем воздухе, потому что очень тепло, принимают солнечные ванны. Видите, как реагирует? Поэтому, если сажаете фатинии, не поленитесь, закислите почву в посадочной яме, и фатиния легче укоренится и ярче проявит свой вот насыщенный яркий цвет. Очень красивые. И вот так сейчас прогуливаются мои две магнолии, феруджины. Тоже очень хорошо себя чувствуют, пересадила их, тоже в эту же кислую почву им намешала одновременно всем. И дружно их посадила. И лист стал даже более насыщенный, чем когда я их получила только. Вот такие красавицы. Друзья, криптомерии, конечно, которые я вам показала, приобрела, они, конечно, просто космические. Но сейчас покажу вам просто самый смак, самую такую вот вообще изюминку. Это фатиния. Фатиния на штамбе. Сорт Pink Crispy. Я рассказывала, что купила и надо забрать ее из Краснодара. Наконец-таки вот я забрала. Это просто невероятнейший сорт, очень красивый сорт фатинии. Смотрите, как красиво сформирована зонтичная такая крона. Мне очень нравится. Видите, смотрите, как каркас просматривается. И сверху вот такая пальма. Шикарнейшие, просто огромные почки. Я даже предполагаю, что это почки с бутонами, что она весной у меня зацветет. Надеюсь, что я вот права, потому что очень большие такие крупные почки. Ой, смотрите, у нас пчелы летают. Зима практически. Зимние пчелы. Возвращаюсь к этой фатинии. Смотрите, сколько просыпается на ней почек еще. Она будет продолжать. Это все будут ярко-ярко-розовые листья. У этого сорта Pink Crispy молодые листики вот просто ядерно-розовые, настолько красивые. Вот такого же цвета почки. Вот у нее начинает переход, мраморная такая варигатность у листа. Вот у Луизы она прямо такая хаотичная, краешек выделяется, а у этой мраморная. Но невероятно красивое растение. И здесь вот она дала снизу почку. У меня пока есть мысли, так как это не привитая фатиния, она выращенная на штамбе. Вот были веточки, эти веточки все были обстрижены, то есть ее формировали. Это значит, что растение будет более крепкое, когда оно на прививке, ну, бывают или там температурные условия, может подмерзнуть. Так что вот эта веточка, боковой побег, будет этого же сорта. И при желании можно сделать второй шарик, допустим, пониже. Из двух таких шаров тоже очень красиво будет смотреться. Очень давно я мечтала о штамбовой фатинии. Нравятся они мне всегда, вот с такой любовью смотрела вот на эти огромные зонты такие красивые, с таким каркасом, с такой структурой. И вот, слава богу, наконец-таки мечта моя сбылась. Очень красивая. Напишите, как вам нравится моя фатиния. Хотела именно сорт Pink Crispy, и такое везение именно на штамбе ее найти. Шикарная. По поводу зимовки этого чудесного растения. Я рисковать не буду. И перезимует она у меня в парнике. Температурный режим там будет +5, +8 где-то так. И весной я сделаю посадку, чтобы она успела у меня к зиме хорошо укорениться. Не хочу, не могу рисковать таким растением. Неизвестно, какая будет зима. Все-таки фатиния у нас более южная культура. Что? Будем за ней наблюдать в парнике. А еще хочу сказать большое спасибо моим подписчикам. Спасибо, что пишете мне комментарии. Спасибо, что вы со мной. Друзья, сейчас очень тепло. Вот с вами разговариваю, самой уже руки чешутся. Работы в саду еще очень много. Так что на этом сегодняшний выпуск заканчиваю, и до встречи в саду.